Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же неожиданности вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И сразу же мне показывают крутые перемены в вашей жизни. Это перемены, которые, конечно же, в очередной раз у нас связаны с личной жизнью. Это перемены, которые связаны с любовным треугольником, которые вы довольно тяжело переживали. Причем я вам скажу, что большая вероятность того, что многие из вас уходили, любя свою женщину, да? То есть вы познали предательство, но вы не смогли просто взять и в секунду обрубить свои чувства, да, свое отношение к ней. Я вам больше скажу, что есть среди вас такие ребят, которые до сих пор, спустя какое-то уже время, вы все-таки еще привязаны к своей женщине. Несмотря на боль, несмотря на обиды, из-за нее вы поставили даже на паузу свою личную жизнь, да, вот какие-то свои новые отношения. Вы еще, в каком-то смысле полагаетесь на то, что вдруг случится чудо и что-то изменится. Знаете, вы многие ждали в душе, особенно поначалу, да, вот после разрыва вашего, вы ждали, что вдруг она отдумается, да, вот, вдруг она все-таки покается. Как бы она вас не злила, да, что бы она ни делала, но все-таки вам тяжело было ее отпускать. Поэтому у вас такие мысли были, что если уже она, очень хорошо покается, попросит прощения, то я ее прощу, да, как бы тяжело не было, потому что много чего вместе прошли, много чего пережили, и хорошего, и плохого. Я не могу сказать, что у вас не было с этой женщиной и хороших моментов в жизни. Конечно же, были. Конечно же, вас связывают многих и дети, да, вот совместные дети, за которыми вы очень сильно скучаете. Я вам скажу, что помимо этих перемен в вашей жизни, да, вот есть еще какие-то такие, перетрубации по работе, да. Вот что-то произошло, опять же, у каждого по-разному проиграется, у кого-то это может быть увольнение, кто-то сам хочет увольняться, да, то есть это какие-то глобальные перемены по работе. Причем это, возможно, был такой довольно обдуманный шаг, да, потому что, допустим, кому-то из вас платили, недостаточно денег, да, у кого-то условия не устраивали, у всех по-разному проиграется, помним, что это общий расклад. И в очередной раз у нас, да, выпадает то, что вы сам по себе вот человек очень семейный. Вы настолько семейный, что вот, ребят, знаете, у меня такое ощущение, что у меня на канале собрались самые лучшие мужчины в мире, честно. Вот говорю без лести. Знаете, я вот читаю ваши комментарии, мне настолько интересно, я всегда вот как-то, знаете, вот именно с душой отношусь ко всему, что делаю, и к вашим комментариям настолько вот как-то даже, сострадание есть, да? Мне просто по-человечески жалко, вот у кого произошли такие вот грустные, печальные ситуации. Я, конечно же, благодарна. Мне всегда приятно, как вы пишете, когда вы пишете мне разные там и смайлики, да, кому-то голос мой нравится, кто-то в любви признается. Конечно же, мне это очень приятно. Я вас всех тоже люблю, целую, жду у меня на канале. Поэтому, ребятушки, я думаю, много моих здесь таких верных, достаточно поклонников. Другое дело, что могут быть технические проблемы, допустим, там, допустим, на серверах у вас, да, но опять же, это разные страны, разные моменты, но мы сюда не вмешиваемся. Итак, смотрите, что я вам еще хотела бы сказать. Для вас вот вообще по жизни, да, вот какое вы, насколько резонирует, вы мне, конечно же, пишите, да, и не забываем, что самые ленивые ставят хотя бы смайлики, да, для продвижения канала, чтобы у меня было много-много таких красивых сердечек, да, красивых высказываний, я это все люблю, потому что я тоже девочка, хоть и большая уже. Итак, смотрите, вот вы вообще такой человек по жизни, но я бы сказала, что вы скорее однолюб. Вот однолюб – это о чем говорится? Что вот вы, если любите одну женщину, то вы любите одну, вы по сторонам не смотрите. И, кстати, вот я это даже поняла недавно по вашим комментариям. Довольно много было комментариев, что вот вы писали, если человек любит, да, вот, то на сторону не смотрит, и вы многие, причем написали, что вы не изменяли. Я надеюсь, конечно, это правда, да.
Но это дорогого стоит, если на самом деле вы настолько вот такой вот верный, порядочный человек. То есть вы однолюб. Вам вот, если бы была одна единственная женщина, ну вы бы ее залюбили. Вы очень такой эмоциональный, вы вкладываетесь во все по полной, с душой, с каким-то, вот знаете, с таким с теплом. Это касается, наверное, всего, что вы делаете. Это не просто только женщины касается, нет. Вы вот сам по себе такой теплый, душевный человечек, хотя опять же может проиграться, что внешне вы можете быть брутальный, грозный, серьезный, даже жестковатый в каких-то, ну, таких моментах, там, да, вот высказываниях. Ну, просто потому что вы мужчина, может быть, ну, потому что вас воспитали, да, ну, более жестко так, тем более, если кто-то с армией связан, но здесь сюси-пуси не пройдут, да. А на самом деле вы такой добряк, в принципе, человек. Еще может, знаете, проиграться, что вы очень сильно хотели бы ребенка. Ну, конечно же, если позволяет вам возраст, да, потому что разные категории мужчин меня смотрят. Вот вы мечтаете, да, либо же еще одного ребенка, либо у кого нет детей, просто вам хотелось бы, да, вот малыша вам бы хотелось, но опять же, чтобы это была любимая женщина. Но поскольку вы активность особо не проявляете вот в личной жизни, да, давайте будем смотреть, что же за неожиданности вам преподнесет судьба, и что же у вас все-таки произойдет. Ну, смотрите, я вам скажу, что будет приятный сюрприз у некоторых, связан с деньгами. Это может быть какая-то неожиданно полученная сумма денег. Допустим, кто-то вам, может быть, долго даст, да, вот неожиданно, что вы даже не думали об этом, может быть, даже забыли за эти долги. Кто-то может какую-то премию, либо же, ну я не знаю, может быть, наследство от заморского дедушки у кого-то упадет на голову. Ну, то есть это будет такая довольно неплохая финансовая подушка. Я скажу, что ваше финансовое положение вообще улучшится. Причем у вас, знаете, появится какой-то, как будто бы это, ну, не покровитель, а назовем его, ну, пусть будет какой-то знакомый, да, друг, может быть, у всех по-разному проиграется, понятное дело. Но это будет человек, который будет способствовать, да, вот как-то вам помогать по жизни. Но он просто протянет вам руку помощи всегда в трудную минуту. Кстати, это может даже быть какой-то новый знакомый ваш. Ну, знаете, бывает вот в жизни просто где-то, ну, в любом месте можно познакомиться, да, начинаешь разговаривать и обо всем и ни о чем. И так люди сближаются, начинают просто дружить. Поэтому мужчина, который будет в каком-то смысле ваш наставник, ваш учитель, да, вот по жизни, вот такое надежное мужское свое дружеское плечо подставит. Теперь еще я бы сказала, что в вашей жизни, ну, начнутся крутые перемены и в личной жизни. Хотите ли вы того или нет, но тем не менее это случится. Я вам скажу, что среди вас есть такие люди, которые, в принципе, да, романы как-то вот вы не приемлете. Но в вашей жизни появится женщина, с которой вы будете готовы даже хотя бы пороманить. Хотя бы это. Но настолько она вас привлечет, настолько она будет вам интересна. Но это, знаете, будут какие-то, ну, такие необъяснимые, что ли, ощущения. Вот, знаете, как будто неведомая сила тебя тянет, и ты ничего не можешь с собой сделать. Женщина очень уверенная в себе. Она, конечно же, хорошенькая довольно. Она такая, знаете, вот почему-то хочется сказать, что гордо держит осанку, такая настоящая леди. Она не из тех каких-то там пустышек, побрякушек, которых можно снять на один день. Нет. Она серьезная, она уверенная в себе, она неплохо стоит на ногах. Она, в общем-то, неплохо зарабатывает, поэтому, ну, сказать, что она охотница за спонсорами, за деньгами, тем более она не будет снимать мальчиков просто поразвлечься, потому что она довольно серьезная женщина. Я не буду говорить, где вы знакомитесь. Во-первых, я люблю держать интригу, как вы понимаете. Во-вторых, это общий расклад, поэтому к месту мы привязываться не будем, чтобы просто вас не программировать. А то я знаю, что среди вас есть такие довольно,
ну, ранимые, впечатлительные товарищи, которым скажешь, что ты познакомишься в дороге, и они будут смотреть, высматривать в автобусах, в троллейбусах, где угодно, да, вот с кем же я познакомлюсь, да, вот, ну, то есть давайте не будем программироваться, либо же обращайтесь на личный расклад, кто хочет, телефон под видео. Далее, смотрите, я вам скажу, что вот вам вообще как-то в жизни будет вот фартить. Вот у вас начнется такая светлая довольно полоса, что вы, кстати, вы начнете забывать свою бывшую. Это я сейчас говорю о тех, кто ну, не может до сих пор угомониться, не может вот распрощаться с мыслями, с чувствами по поводу прошлого, да. Вот как-то, знаете, с появлением этой женщины вы сами обалдеете, вы как будто вот как кошмарный сон забудете свои прежние отношения. У вас еще будет такой момент сравнения. И сравнение, конечно же, будет не в пользу бывшей. Потому что эта женщина, знаете, вот она настолько вот, ну такой довольно надежный человек, довольно такая женщина, на которую, знаете, даже можно сильному мужчине положиться. Я сейчас говорю, может быть, для кого-то непонятные странные вещи, но она из тех женщин, которые вот могут реально быть мужчине настоящим другом. Не просто женщина, это само собой, да, не просто любимой женщиной, там, любовница и так далее. А вот именно она сможет помочь и в трудную минуту, да, она всегда поддержит, она выслушает, она будет, ну, такой кореш, вот свой в доску кореш. Это очень классно, потому что в этой женщине будет сочетаться все. И любимая женщина, и любовница, и надежный друг. И в дальнейшем у вас даже падает семейная карта. Вы можете, в принципе, если вы захотите, вы сможете и жить с этой женщиной в браке, либо же в гражданском браке, да, у кого как. То есть, смотрите, перемены у вас будут. У вас перемены, в принципе, во всех сферах жизни. Единственное, что, смотрите, конечно же, вот у некоторых из вас, опять же, будут такие моменты, что периодически будет появляться бывшая, и вот своим таким, ну, не очень приятным, скандальным характером она будет вам, конечно, трепать нервы. Это единственный, наверное, такой минус, потому что, в принципе, знаете, такое ощущение, что ваша такая печальная история с переживаниями, она осталась в прошлом. Ну вот подтверждение. Вы будете, причем, знаете, довольно быстро, как-то резко, неожиданно начнут развиваться события в вашей жизни. Вот и семья у вас падает, и гармония, благополучие. То есть это ситуация, когда, знаете, вот вся жизнь переворачивается, и события начинают настолько вас захватывать, настолько вот переполненные эмоции, тот же адреналин, да, вот это будут абсолютно иные ощущения. Если вы до этого, ну, пребывали в каком-то подавленном настроении, да, вот ничего не хотелось, не было мотивации, кто-то еще о бывшей думал, да, вот надеялся. А вот именно с появлением новой женщины, вот неожиданного такого появления, что, ну, реально вы не собирались ни с кем знакомиться, настроение не то. Переворот судьбы однозначный, причем переворот во всех сферах жизни. Вот как будто, знаете, вот сидел где-то в яме, в болоте, и здесь раз, и это болото высушили, да, вот какая-то чудодейственная сила, и все события начали, ну, просто как по маслу. Теперь, ребят, смотрите, если кто-то из вас очень так сильно хотел поехать куда-то на отдых, на заработки, вы тоже можете поехать, потому что, ну, довольно позитивный период, и вы сможете и подзаработать, и, конечно же, ну, увидеть мир, это само собой, и вы сможете завести там довольно неплохие такие знакомства, даже можете укорениться там, в другой стране, допустим, да, и остаться. Но я не скажу, что будет сразу легко. Вот именно на заработках будет, конечно же, тяжеловато, но будете иметь какую-то копеечку, да, ну, довольно неплохую. Поэтому взвесьте все за и против, готовы ли вы хорошенько впахивать, ну и за это денежку иметь. Ну, либо же прозябать, если вы сейчас, допустим, кто-то из вас прозябает, да, на копейки, то готовы ли вы остаться на таких копейках. Поэтому смотрите, это для тех, кто хочет на заработки поехать.
Теперь еще я вам скажу, что у вас даже вот какой-то переворот будет в мыслях. Возможно, это тоже будет связано именно вот с личной жизнью, потому что вот если до этого, пока вы познакомитесь, ну, сейчас, возможно, у кого-то, да, ну, у вас больше негативных мыслей, каких-то сомнений, опасений и по поводу вашей жизни, и по поводу вашего будущего, ну, по поводу всего, да. Вы любитель себя накручивать, и это причем тоже довольно заметно из расклада в расклад. Но с этой женщиной вот у вас как-то все настолько перевернется. Возможно, даже оно как-то, знаете, вот пойдет все взаимосвязано. Вот эти все события будут взаимосвязаны. Не именно, что вот она появилась и все, щелчок, а вот как-то это все взаимосвязано. Вот эта белая полоса, она настолько ровно будет идти во всех сферах жизни. И давайте-ка посмотрим еще здоровье. Среди вас есть ребята, которые даже медитировать любят, между прочим. Ну, смотрите, берегите руки, ноги, особенно кто работает физически тяжело, потому что, ну, можете нагрузку дать, могут болеть, ну, знаете, типа растяжения, ну, чтобы там типа разрыва связок, такого не было. Потому что очень большая нагрузка может пойти. Нервишки будут пошаливать, конечно же, но это потому, что вы себя любите накручивать. И, в принципе, после вашего развода у вас, конечно, расшатанная нервная система. Этого не отнять. Ну, это, в принципе, наверное, практически у всех бывает после развода. Далее я вам скажу, что... Смотрите, у меня почему-то идет такая информация, что среди вас есть те, кто либо же начал закаляться, либо же вы хотите начать закаляться. Ну, может быть, побаиваетесь, да, вот что-то вас, ну так, стопорит. Ну, есть люди, которые могут снегом там натираться, да, хотя в этом году и снега особо-то нет. Есть такие люди, которые обливаются холодной водой, допустим. Ну, то есть, смотрите, можете начать закалку эту, будет довольно неплохо. Конечно же, вы будете побаиваться, но я думаю, вы справитесь с этим, потому что здоровье ваше укрепится. Вот когда вы начнете именно закалкой этой заниматься. Что еще хотела бы сказать? Зрение. Вот зрение, смотрите, особенно те, кто в возрасте, да, вот, ну там 50 плюс. Будьте осторожны, ну как-то поберегите зрение, потому что может быть немножко ухудшение. Не буду давать конкретные советы, потому что я не доктор, но глаза берегите. Ну, от травмы, естественно, тоже глаза берегите, потому что вот глаза почему-то мне идут, чтобы не было ухудшения здоровья. А так, в принципе, ребят, все хорошо. Неожиданность главная в вашей жизни – это, конечно же, шикарная женщина. Чего я вам всем желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!